Весы, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. И для вас я снимаю ваш второй прогноз на май 2023 года. Мы посмотрим и проанализируем цепочку предстоящих событий, к чему вам нужно подготовиться, что вас непременно удивит и порадует. Поэтому приступим. Настраивайтесь на расклад, подумайте о тех событиях, которые для вас наиболее значимы. И посмотрим, произойдут ли они в течение мая. Общая энергия месяца. Что вас ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Итак, общая энергия месяца. У вас, как мы видим, здесь ложится семерка мечей. Карта, которая говорит о неуверенности, о переживаниях относительно, не могу назвать это опасностью, да, то есть вы можете подозревать кого-то в нечестности, в неискренности, в вопросах предательства, то есть могут открыться какие-то моменты. Опять же, карты вам, точнее вас предостерегают от ситуации, чтобы вы не стали жертвой мошенников, то есть будьте бдительны с вашими ресурсами, с вашими финансами, с вашим имуществом. Но, безусловно, карта многогранна. Она ведь может указывать не только на вопросы потери, допустим, материального, да, или опасения по этому поводу. Это может быть ситуация, когда вы будете прояснять какой-то неясный диагноз или просто неясную какую-то сокрытую ситуацию. Или попытаться докопаться до информации, которая от вас скрыта. Например, вы ищете родственников, о которых давно ничего не слышали, не знали, или которых потеряли в свое время. Давайте смотреть, о чем же говорит этот аркан. И здесь по семерке мечей и рыцарю жезлов. Во-первых, это как указание быть внимательными, особенно если вы находитесь или собираетесь в поездку, в путешествие, в переезд. Все ценные вещи при себе. Опять же, перепроверяйте перевозчиков, с которыми вы куда-либо едете или путешествуете. Туристические компании, где вы приобретаете путевки. Потому что, может быть ситуация взаимодействия с недобросовестными людьми. Допустим, взяли у вас предоплату, сами не приехали, скрылись, вы не можете добраться до необходимой локации, до нужной точки. Или же, если вы подписываете какой-то контракт о работе за рубеж, читайте все, что написано мелкими буквами. Рекомендовано, чтобы этот контракт изучил ваш юрист, посмотрел, нет ли там подводных камней, которые могут скрыться впоследствии и принести вам ряд неприятностей. Опять же, на май месяц. Все мы знаем, что до 5 мая у нас идет ретро-Меркурий. Старайтесь до 5 мая, и плюс-минус 3 дня после 5 мая, не приобретать автомобили, потому что можете наткнуться на ситуацию, связанную с браком, опять же, какие-то там махинации, будете расстроены здесь. Или же вопросы продажи. То есть могут тоже быть какие-то схемы, при которых вы можете остаться и без автомобиля, и без денег. Поэтому, пожалуйста, здесь очень внимательно, очень ответственно. Опять же, если совершаете какие-то покупки через интернет, желательно, чтобы это было у каких-то проверенных поставщиков, магазинах или организациях, в которых вы уверены. Потому что действительно может быть ситуация, когда перевели деньги, а по факту, как говорится, остались ни с чем. Единственная плодотворная ситуация здесь идет по этим арканам. Если вы пытались или собирались нелегально выехать за рубеж, то вам это удастся. Возможно, за деньги, через связи, еще как-то, но эту ситуацию вы можете организовать и реализовать. В плане работы по двойке пентаклей. Не то чтобы здесь ситуация нестабильности, некоторые из вас могут найти подработку или монетизировать свое хобби. Кто-то же может быть фрилансером, и работать на несколько фирм одновременно или на несколько предприятий. Потому что здесь это лавировать. Это чувствовать рынок, чувствовать потребности рынка, как следствие подстраиваться под обстоятельства. Если смотреть ситуацию для тех, кто у нас на текущем этапе не работает, то двойка жезлов показывает, что вы находитесь в ситуации выбора, как быть, как поступить. То есть можете хвататься за одно, за другое или пытаться себя реализовать в нескольких проектах. Вот видите, эти ситуации двойственности, они здесь дублируются. Поэтому это не указывает на постоянную деятельность. Например,
у вас есть какой-то проект подработки, вы занимаетесь им и попутно, допустим, еще получаете монетизацию от хобби. То есть как небольшая прибыль, небольшой прирост здесь имеет место быть. Если вы у нас в статусе соискателя, то двойка пентаклей и пятерка пентаклей говорят о том, что трудоустройства пока здесь не будет. Здесь быть в поиске, здесь искать свою нишу, здесь пытаться адаптироваться к текущей ситуации, но не более того. Если же вы у нас наемный сотрудник, опять же, смотрите, двойка пентаклей и девятка мечей. Это переживания и страхи, что, допустим, вы не на своем месте, или что вы можете попасть под сокращение, или что, допустим, предприятие скоро может закрыться, потому что здесь ситуация говорит о том, что вы боитесь нестабильности, которая кроется в завтрашнем дне. Соответственно, будете для себя здесь искать как дополнительные страховочные элементы, то есть дополнительную работу или дополнительный источник дохода. Может, он не будет высоким, но зато для вас будет стабильным и постоянным. И если же у вас свой собственный бизнес, вот здесь идет в положительном аспекте, потому что двойка пентаклей и смерть. Смерть, видите, здесь трансформация. Расцвести, зацвести наново. То есть вот здесь трансформация в чем будет заключаться? Для некоторых из вас это может идти расширение бизнеса, то есть открытие новых филиалов, открытие там нового офиса, там, нового магазина, потому что здесь, вот видите, как курировать несколько проектов, несколько объектов, и для вас это будет идти со знаком плюс. Единственное исключение, я хочу сейчас здесь дотянуть, вот здесь ложится у нас король жезлов, но женская энергетика. Видите, здесь девушка изображена. Это говорит о том, что, допустим, вы можете понимать, что текущее дело является застойным и найти себе альтернативу, а текущий бизнес закрывать или продавать, потому что появится как новая инициатива, новая возможность. Если же смотреть ситуацию по финансам, семерка жезлов. Семерка жезлов у нас всегда идет, это, знаете, как борьба с трудностями. Это отстаивать себя, свои интересы и свои цели. Денег будет хватать на то, чтобы закрыть все базовые потребности, но сказать, что вы особо будете шиковать, нет, потому что по семерке жезлов, ну, это, знаете, еще как какие-то обязательства. Допустим, вы выплачиваете кредиты, гасите какие-то там долги или выплачиваете ипотеку или просто там откладываете на какую-то крупную покупку. Поэтому здесь, знаете, как затянуть пояса. Карта все-таки ограничений. Но ограничений не внешних, а внутренних, то есть ваших сознательных. Когда вы сознательно отказываетесь от каких-то либо крупных трат, потому что понимаете, ради чего вы это делаете. Если смотреть ситуацию по здоровью, у нас здесь ложится король пентаклей, опять же в женской ипостаси. Карта, которая говорит о ситуации вложений в себя, в свое здоровье, в свое самочувствие, вне зависимости от того, мужчина вы или женщина. Но поскольку здесь карта с женской энергетикой, это еще вложение в молодость и в красоту. Для кого-то, допустим, вы будете приобретать там абонемент, занятия с тренером, опять же там массажи, какие-то обертывания, терапия, чтобы и вы выглядели моложе, подтянутей, чтобы вы чувствовали себя лучше. Поэтому эта карта говорит о том, что вы будете заниматься какими-либо профилактическими работами. Так как король пентаклей у нас еще отвечает за сердечно-сосудистую систему, у некоторых из вас это плановый осмотр. И, допустим, если есть какие-то проблемы, то прием по рекомендации врача медикаментов, которые будут вести эту профилактическую работу. Если смотреть вопросы личной жизни, здесь у нас ложится аркан справедливость. Карта, которая для некоторых из вас, она такая будет полярная. Почему? Потому что для некоторых это может быть бракоразводный процесс, для некоторых, наоборот, это официально, знаете, как создать семью, связать себя узами брака. Поскольку у нас, говорю, карта здесь полярности и непонятно, какие обязательства вы здесь будете нести, будем уточнять ситуацию для каждого из вас. Итак, для тех, кто у нас свободен на данном этапе. Справедливость и тройка мечей говорит о ситуации разбитого сердца и, как следствие, вашем предвзятом и критичном отношении к другим лицам. Это не значит, что вы ни с кем не будете знакомиться, но знакомясь с кем-либо, пытаясь наладить, так сказать, контакт, выстроить мосты, вы будете уже, знаете,
как-то язвить, будете искать какую-то подоплеку. По принципу, не вижу смысла с тобой выстраивать отношения, 100% знаю, что там поведешь себя как сволочь, будешь предавать, изменять. Ну, то есть, знаете, как вы сразу даете человеку понять, что вы ему не доверяете, что вы пока что не готовы к построению отношений. Идет вот слишком такое повышенное, критичное внутреннее суждение, вот эта вот предвзятость. Не то, что вы ставите себя выше других, но оценивать ситуацию с высоты, свысока. Смотреть, знаете, как искать во всем подвох. Поэтому стабильного союза здесь пока не получится. Если вы у нас в любовных треугольниках, это ситуация тяжести. Почему тяжести? Потому что справедливость и десятка жезлов – это когда вас призывают к ситуации взять на себя обязательства. То есть, допустим, развестись и строить отношения. Или наоборот, жениться. Или наоборот, там, выйти замуж. Ну, у каждого здесь по-разному. То есть для вас это будет тяжкое бремя, потому что вам придется принимать взвешенные решения. И если вы в стабильных союзах, то для большинства это будет исполнение мечты, потому что семерка чаш вместе со справедливостью – это то, чего вы давно желали. То есть связать себя узами брака, если вы там встречались или жили в гражданском браке. Для тех же, кто у нас уже в стабильных официальных союзах, то карты говорят о ситуации, что вы будете заниматься вопросами, знаете, как переписи там на партнеров, на родственников партнера, имущество, или там переписывать какую-то, не знаю, там доверенность дарственную. Почему? Потому что это позволит вам по каким-то причинам себя обезопасить именно в материальном контексте и сделать ваш союз стабильным и счастливым. У кого-то даже, может быть, спустя годы может возникнуть желание подписания брачного контракта. Вы можете заниматься этим вопросом. Если рассматривать рекомендацию для вас на этот период, как мы видим, здесь ложится тройка чаш. Карта радости, карта праздника, карта единства. И это карта коммуникации. То есть акцент на то, что научитесь радоваться жизни, вне зависимости от того, в каких событиях вы сейчас находитесь. Просто какой-то мелочи, каждому дню. Общение с близкими, с друзьями, с теми людьми, которые вас окружают и вас поддерживают. Коммуницируйте, встречайтесь, радуйтесь. Если есть возможность жить полной жизнью, дышать полной грудью, наслаждайтесь этим моментом. То есть вкусите вот этот месяц всецело, потому что он вас непременно порадует. И посмотрим с вами неожиданность периода. Какова здесь будет ситуация? Какой у вас падает здесь интересный аркан. Вам падает оракул жизненной силы. Вот посмотрите, вот то, что хранится в вашем сердце, то, что действительно вас радует. Общение, там, не знаю, с питомцами вашими, или вы хотели завести питомца. Общение с близкими или самовыражение через творчество. То есть наполняйте себя радостными моментами, те, которые вам дарят энергию, потому что непосредственно именно эти вещи наполняют вас жизненной силой, дают вам мотивацию, стремление к развитию и, знаете, желание меняться, делать свою жизнь лучше. Поэтому пусть так и будет. Месяц у вас прекрасный. Закроем вам его исполнение мечты плодотворными трансформациями. Ну а вы, конечно же, по прошествии месяца дайте знать, напишите, как для вас отыгрался этот период и какие перемены в вашей жизни произошли. Я вам буду крайне признательна за обратную связь. Для тех же, для кого актуальны индивидуальные консультации или обучение на картах Таро, то ссылки на мои контакты всегда сможете найти под любым из моих видео, а также контакты вы всегда видите в шапке YouTube канала. Я вас благодарю за то, что вы остаетесь со мной. С вами не прощаюсь. До новых видео.